Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшнее наше онлайн-гадание на картах Таро на мужчину, на его чувства, мысли, планы и действия. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, и мы посмотрим с вами, что происходит, что думает прямо сейчас, что чувствует к вам. Посмотрим все, что пойдет из потока. Это потоковое чтение Таро. Сегодня откроет вам загадки, инсайты, подсказки его души. Давайте посмотрим. Так, что происходит между вами сейчас? А между вами Луна, как минимум, все непонятно. Какие-то предчувствия, сны снятся, возможно, даже бессонница. У нас как раз сейчас растущая Луна, и влияние Луны на вас все больше и больше растет. И к полнолунию будет у вас какой-то выплеск энергии эмоциональной, или вы чувствуете, что что-то должно выплеснуться, да, вот должно разлиться, да, это чувство, которое копится внутри вас. И сама ситуация по Луне, которая может развиваться, она не самая светлая между вами. Может быть, какая-то тень пробежала, и к полнолунию эта тень должна, или может как-то проясниться, да, что за этой тенью. Может быть, просто какие-то недопонимания, может быть, дистанция. Вы чувствуете, как она увеличивается, или она произошла, и в этой дистанции вам не очень комфортно и легко. Дальше. Крест. Прямо сейчас у вас происходит, как говорится, судьбоносное испытание. Да? То есть, как будто бы все, что могло произойти не самое хорошее, оно сошлось в одном месте, да, то есть одно событие за другим, и все оно влияет на отношения не очень хорошо. И даже если эти отношения, в принципе, как бы не связаны, эти события, если эти события как бы не связаны с отношениями, они все равно влияют на эти отношения не в лучшую сторону, то есть они только ухудшают эти отношения, да, то есть может быть, например, вы хотели помириться и начали что-то делать, и пошла череда событий, которая, привела только как минимум не к улучшению, а может даже еще и к ухудшению ситуации в отношениях. И, знаете, по кресту и Луне как будто бы вы предчувствуете какое-то событие роковое, да, именно предчувствуете роковое событие, что что-то должно произойти. Якорь. Как будто бы вы в отношениях, да, человек, партнер, мужчина здесь надежный, серьезный, солидный даже. А знаете, как будто бы вы застряли в каком-то испытании с этим человеком. Это может быть и кармический крест, кармический узел, да, или отношения пламенных близнецов. То есть сложные отношения. То есть это не отношения родственных душ, а как будто бы вы застряли в отношениях на испытание, на прочность. Кто сильнее, кто прочнее, кто крепче. Вот так. И Луна с крестом, как будто бы кто-то застрял в ситуации. Может быть, вы застряли в ситуации не лучше. Может быть, ваш партнер, мужчина, застрял не в самой лучшей ситуации. И такая еще может быть здесь ситуация, что мужчина залег на дно и как бы не отсвечивает. Да? То есть вы даже можете и не знать, где он, что с ним происходит сейчас, да. И вы можете даже винить себя. По Луне и кресту можете винить себя. А мужчина, кстати, здесь может себя и не винить. Пока так, то, что видим. Крысы. Кто-то кого-то обвиняет. Здесь больше даже крест, крысы, Луна. Может быть, кто-то повел себя нечестно, неадекватно, что-то, может быть, забрал себе в этих отношениях, взял и не отдает, или унес, украл.
Или взял взаймы, не отдает. Тоже такой, ну, по крысам, может быть, вроде бы казался человек надежным, а схватил, вы говорите, верни. Ну, я не знаю, там деньги, документы, дети, ключи, имущество, да, он вот не отдает, как будто бы. Ой, ну тут сегодня у нас прям сложный какой-то расклад, наверное, да. Все-таки Луна подсвечивает в начале. Ну и метла выпадает в конце. С одной стороны, может быть предчувствие неизбежной потери отношений. С другой стороны, неизбежного обмана в отношениях, нечестности. Хотя в центре кажется, что ваши отношения, они как будто бы незыблемы, да, непорушні, да, или монументальные, да, или фундаментальные. Ну, то есть они очень крепкие, кажется, а по краям очень сложные карты. И есть явно что-то лишнее в ваших отношениях, от чего, ну, как минимум, может быть, пришло время сейчас это сделать. Может быть, уже давно время избавиться. Что крысы с метлой, ну, как минимум, в ваших отношениях постоянно ущерб, потери, попытка избавиться, избежать чего-то, да, или прикрысить, припрятать какую-то информацию, может быть. Ну, тут даже не об информации, здесь больше о событиях каких-то. Здесь не информационные карты идут, поток. Да, метла, она может быть и какие-то сплетни быть, где вы где-то вас обсуждают, да. Ну, может быть, какая-то группа лиц вас обсуждает, метла. И тоже влияет каким-то образом. Но, как минимум, есть ситуации, то, от чего вообще лучше избавиться и больше к этому не возвращаться. Давайте уточняющую карту духа положим и посмотрим, вот как дух видит ваши отношения вообще со стороны. Неиспользованные возможности. То есть пока что все в ваших руках, и как бы не было там у вас плохо, сложно, варианты решения есть. Возможно, вы находитесь действительно в ситуации, видите, якорь, да, и крест – это ключевая ситуация. То есть это ситуация, в которой вы оказались в отношениях там, с мужчиной, да. Ну, мужчины, кстати, тоже могут посмотреть на женщину со стороны, как обычно. Она ключевая у вас. И, возможно, выйдя из этой ситуации, отношения кардинально изменятся. Ну, посмотрим, в какую сторону. Давайте посмотрим. Луна. Что вот в вашем партнере из того, что я сейчас чувствую, что является тенью на его душе по отношению к вам? Тень на его душе по отношению к вам. Вот что или кидает тень на его душу, на его сердце по отношению к вам. Кто, что, ну так. Знаете, есть такое обращение к высшим силам. Господи, дай ему разум, Господи, дай ему мудрости, да. Не мудро себя ведет партнер. То есть ваша тень на его сердце, она из-за того, что ему не хватает глубины, мудрости. То есть человек поверхностно оценивает то, что происходит между вами. И если бы он более глубоко и мудро зрел в корень ситуации, зрел в корень дела, то вот этой тени на сердце у него бы не было. То есть он или торопится, или многого не понимает, или не готов воспринять эту ситуацию осознанно вот так. Также он может воспринимать болезненно то, что происходит между вами, но это уже особенности его восприятия. Хорошо. Смотрите, кармический крест, так как я сказал, или кармический узел между вами. Давайте разбираться, так ли это на самом деле. Это кармический крест, узел, и вообще, если это кармический крест, узел, то в чем его суть? Суть этого креста. В умении отпускать мужчину и в умении отпускать ситуацию.
Также, если у вас эти отношения, они уже не первые, и у вас уже был в отношениях мужчина, эта ситуация с этим мужчиной может быть потому, что вы не развязали узел с предыдущим, и то есть гештальт отношений с прошлым мужчиной не закрыт. То есть вы не отвязаны от прошлого человека. То есть у вас продолжаются отношения. Например, две родственных души не разошлись. Не разошлись в браке до конца, не развенчались и так далее, не разделили имущество. Тут могут быть проблемы, да, как я говорил, с каким-то фундаментом, да, то есть фундаментальные отношения, тоже недвижимость, да. Но что-то не поделили, да, или не разъединились в отношениях, не разошлись. Ну, бывает. Хорошо, давайте спросим, на чем основаны или в чем фундамент этих отношений? Начнем. На чем основываются, ну или в чем суть прочности этих отношений, да, или что их укрепляет. Трансформация, 13-й аркан. Интересно. Это, знаете, как хотели как лучше, а получилось как всегда, да. Ну, 13-й аркан в центре, то есть у вас постоянная какая-то идет мощная трансформация. Не знаю, может вы там итальянская семья, или вам нужен какой-то стресс постоянный. Но, ну, давайте так скажу. Учитывая то, какие карты выпадают, и в центре 13-й аркан, я скажу так, что может быть даже энергия темных сил, Луна и 13-й аркан, Луна, уходящая, да, 8 кубков, отшельник. Может быть какая-то, ну, в чем фундамент, да, на чем стоят эти отношения? На том, что в этих отношениях постоянно будет разрыв из-за того, что в прошлом не разрыв и связано с чем-то темным, да. То есть не разрыв с темным порождает постоянные темные ситуации, да. Отшельник — это тоже темновастая такая карта достаточно. Он в полутьме сидит, без света, да, без просвета в темноте, да, как бы, а просвещение у него внутри происходит. Ну, давайте я так скажу, что основой этих отношений является темная сила, темная энергия. Может быть, дух ушедшего человека, который преследует это все. Может быть, какие-то связи с ушедшим или не ушедшим мужчиной. Мужчина уходит, и 13-й аркан, да, вот так. Давайте теперь смотреть, что скрывает от вас, что прячет или что крысит загаданный человек от вас. Что скрывает, что прячет и что крысит загаданный человек. Ну, во-первых, он не хочет отдавать вам свою энергию, особенно мужскую. Ну и скрывает свои планы на будущее. То есть этот человек не будет открывать свои намерения, планы, свои увлечения, свои стремления, да, свои цели. Цели, планы на будущее. Самая его большая тайна, которую он не хочет раскрывать. Могут быть дети у партнера. Тайна связана с финансами, с работой и с источником заработка. Давайте подсказку духа. В чем суть ключей в ваших отношениях? Ключики к вашим отношениям, да, что может помогать вам? Что может помогать? Ну, во-первых, ваше умение быть другом, ваше умение чувствовать его. Но это не быстрое состояние, да, то есть вам нельзя торопиться по этой карте, это медленная карта. Поэтому ваше плавное, вообще это руна Ларгус именно вот в чистом виде, да, то есть что может вам помогать? Ваше умение дружить медленно и медленно открывать партнера и открываться партнеру. Вот так. Медленное проистекание чувств. Может быть, где-то это
медленная дружба и медленное присутствие в его мире, и даже оно может быть незаметное. Эта карта, она к рыбам и к Луне близка. А у вас все начинается с Луны, да, и со скрытого. Поэтому так скажу. Что является ключом к вашим отношениям, это то, как вы на самом деле можете медленно открываться и дружить с человеком, с партнером, несмотря на то, как и что происходит между вами, да, интересно. Это в контексте этого расклада, даже где есть крысы, где есть метла, крест и 8 кубков и Луна, да, то есть ситуация у вас, вообще не самая ресурсная. Хорошо. Что он осознал по поводу вас? Давайте посмотрим. Что он осознал по поводу вас? Или успел осознать? Или вот осознает? Больше это уже осознал. Ой, тут нужно понимать, кто кого считал ребенком. Если он считал вас ребенком, например, вы младше, да, то он осознает, что вы наивный человек. Если он младше, то он осознает, что он наивный. Понимаете? Здесь наивность и, знаете, как незрелость какая-то. Или, может быть, он осознает разницу в возрасте и ключевое влияние детей на эту ситуацию. То есть дети могут быть ключом к этой ситуации. Например, хочет партнер детей или не хочет. Да, вот так. Конец или пауза? Конец или пауза в отношениях? Давайте посмотрим. Здесь крест и 8 кубков. Понимаете, да, как раз. Разорвал или не разорвал? Нет, это пауза, и будет какой-то цикл отношений. Причем эти отношения по карте, по этой карте, эти отношения, эта ситуация может возобновиться, укрепиться даже и прийти в какую-то, или перейти на какую-то другую стадию, более серьезную, да. Давайте как раз еще раз зададим вопрос. Конец или пауза? Почему? Смотрите, опять 13-й аркан и опять типа креста, но только якорь, да. То есть здесь даже можно по-другому посмотреть на эту комбинацию. С чем вы можете выйти в трансформации или в перезагрузке матрицы ваших отношений, да. Есть обряд перезагрузка матрицы судьбы, есть перезагрузка матрицы отношений, да, где судьбу перезагружает человек лично, да, каждый персонально, а матрица отношений – это узел, да, переплетение узла заново. А вот оно, солнце. То есть, видите, ваши отношения прямо здесь, сейчас, они имеют шанс на полную перезагрузку. И если у вас такой сценарий уже когда-то был, вы проживали его, тогда он может еще раз повториться. Но опять-таки, смотрите, эти кармические узлы прошлого, они для вас в каком ключе проигрываются, что именно они приносят и что они вам дают, с чем вы, например, переходите из одной стадии отношений в другую, с детьми, с материальным, с недвижимостью, с бизнесом, с саморазвитием, что материальное движет вами и что вас объединяет на материальном уровне духовно с партнером. Это 2 карты, да. Эта пара и эта пара. Хорошо, какие планы у него на ближайшее будущее по отношению к вам? Да, несмотря на то, что он может считать наивным вас или себя, в зависимости от разницы в возрасте, какие планы у него на будущее? Здесь очень хорошая комбинация, что тенденции могут измениться к лучшему. Его планы на будущее. Примирение. Может вернуться, может остаться, может дать о себе знать. И больше это о дружбе, как минимум. То есть он пойдет на сближение. Что может стать катализатором сближения с этим человеком и ускорить процесс сближения?
родственники его ваши, ну, кто больше всего из родственников может повлиять на это, поэтому, ну, если у вас есть человек близкий к родственникам, ну и также ваши родственные связи. Если это дети, то это дети могут помочь каким-то образом повлиять. Ну а если это связи, те, которые вы не разорвали, вот то, что его связывает, а здесь собака на цепи, на секундочку. Ну хотя я цепи не вижу на карте на самой, но собака обычно имеет цепь, да, как бы. Хотя хаски, да, или маламут здесь... Они обычно и сами могут побегать, да, и у него еще тут какой-то оберег есть на шее, да, или ключи от дома, да. То есть, ну, человек уже что-то связывает с вами, и то, что его связывает, то оно ему и поможет. И если это не родственники, то это то, что действительно связывает его, да, вот так. Хорошо. Как вам вести себя по отношению к нему, да, вот так зададим вот этот вопрос ключ, и рыцарь кубков расшифруем. Вам нужно с ним поддерживать связь, общаться, переписываться, ну, то есть не теряйте с ним коммуникации, и чем больше вы с ним общаетесь, тем лучше. Напишите ему письмо, сообщение, позвоните и поговорите, или, ну, и встретитесь, может быть, договоритесь о встрече, и что-то связанное с документами сейчас, ну, будет, может быть, или... Например, нужно передать какие-то документы, и вот эта вот передача информации будет укреплять ваш союз, а не разрывать его. Давайте посмотрим, как он относится к детям в любом контексте. Например, хочет ли он детей, или как он воспринимает ваших детей, если у вас они есть, или ну, как влияют дети на эту ситуацию, то, что между вами, да, сейчас. Дети могут накалять ситуацию. Дети не самая лучшая здесь как бы идея на здесь и сейчас. И я скажу так, дети обостряют ситуацию. Обостряют. Мне эта карта здесь, она колется почему-то. Хорошо. Можно ли возвращаться к вопросу о детях? Можно ли возвращаться к вопросу о детях или к вопросу о браке? Вот посмотрите для себя, что вам актуальнее. Возможно, вам брак не нужен, а вопрос детей будет более яркий для вас в этом контексте. Может, наоборот, брак. Давайте посмотрим, вот что здесь первичнее, дети или брак. Здесь первично вообще дети. Здесь более первично. То есть на первое место ставьте детей, а потом брак. Но еще первичней. Здесь Луна. Здесь у вас в раскладе уже 2 Луны. И смотрите, старшие арканы у вас не самые лучшие. Смотрите, Отшельник, 13-й аркан и Луна. Комбинация из не самых лучших арканов. Поэтому Луна здесь, это как будто бы венец безбрачия, может быть. Якісь, як кажуть, поробки или порчи на союз. Откуда это идет? Ну, мы не делаем же здесь диагностики. Судя по Луне и кресту, это что-то связано с судьбой. Луна – это мама, а крест – это судьба связи. То есть здесь оттуда идут. Хотя якорь здесь мужчина, да, то есть это может быть мужское, женское. Поэтому, ну, вчера делали негативные диагностики. Посмотрите предыдущий мой расклад. Ссылка в правом верхнем углу. Я покажу пальчиком сюда, да, вам показываю, точнее. Там будет ссылочка вверху. Она будет в конце видео или вот сейчас под пальцем посмотрите. В общем, что является, да, вот этим главным моментом, это убрать Луну. Луна здесь играет негативный контекст. Не всегда она играет негативный контекст. Но здесь, смотрите, Луна на кольце. Луна здесь по 8 кубков, а мужчина здесь уходит. И здесь Луна начинает наш расклад. Поэтому Луну здесь нужно убирать. Ее здесь много. Солнце здесь есть. То есть что? Над темнотой, а это все темные карты, и якорь даже это не самая светлая карта на самом деле, всходит солнце. А вот здесь вот более-менее хорошие карты. И смотрите, у вас
плохих карт хватает, но и хороших весьма достаточно. Поэтому как бы в этой матрице реальности, где вы находитесь сейчас не в самой легкой, есть шансы на то, чтобы вытянуть эти отношения из Луны, как минимум. Что станет лучом Солнца ваших отношений? Или что прольет свет на ваши отношения? Или кто прольет свет на ваши отношения? Ваши чувства и его чувства, любовь, взаимное уважение, спокойствие и очищение своих граалей. Что такое грааль? Здесь в контексте грааль звучит как кубок вашей души, или обитель вашей души, или ваше сердце, или чакра номер 4. Поэтому, если будете делать чистки, продыхиваете, прочищаете чакру номер 4. Хорошо. Предан ли вам загаданный мужчина? При его преданность. Ой, нет, здесь прямо преданностью не пахнет тройка кубков, поэтому хотел вытащить другую, но вот знаете, как интуиция. Вот сейчас тройку кубков вытяну, да, точно тройка кубков. Преданности здесь нет. Хорошо. Что может повлиять на его преданность? Что может ослабить вот это вот. И смотрите, у вашего мужчины здесь, я не делаю диагностики, но здесь может быть очень сильная привязка и приворот. Вот оно мне сейчас открывается. Туз мечей, Луна, туз кубков и тройка кубков. Видите? Как будто бы это нужно отсечь. Как будто бы он по циклу идет. Да? С вами предан, потом хлоп, и провалился в какую-то вакханалию, да, или в шабаш какой-то, или в блуд ушел, да. Что поможет укрепить ваши связи и ослабить его тройку кубков, или ослабить приворот? Ну, понятно, что приворот ослабить будет только антиприворот, да. Вот так. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов – это отдаление его и отлучение его от темных сил. Рыцарь жезлов всегда у нас это младший аспект дьявола, или стрелец, или отдаление от влияния. Ну, давайте так. Если на него направлена какая-то энергия, то контрэнергия или энергия, направленная в противоположную сторону, будет отдалять его от тройки кубков и укреплять корни вашего союза. Но, опять-таки, общая цель между вами и ним – поездка к нему, его поездка к вам, сближение, уменьшение дистанции может дать вам возможность, не может даже дать вам возможность, а даст вам возможность укрепить эти отношения. Вот так вот. Хорошо. Когда появится, напишет, позвонит, или появится ли он, напишет или позвонит. Да, когда и сделает ли он это, выйдет ли он первый на связь. Пятерка пентаклей не ранее, чем через 5 дней, и, скорее всего, вам лучше это делать, нежели ему. Ответ нет, то есть появится, напишет нет. Хотя карта он пойдет на сближение, но, возможно, ваша инициатива, эта карта только утверждает это, да, мы же говорили, вам надо выходить на связь, поэтому он сам не пойдет на связь, а, скорее всего, лучше выходить на связь вам. Окей, давайте так, что думает о вас сейчас загаданный человек, его мысли о вас вот в эту минуту, в эту секунду. Он считает, что он прав. Он считает, что он главный в этой ситуации. И он считает, что он за все отвечает еще, мало того. Да? То есть он считает, что он эту кашу заварил, он эту кашу будет и расхлебывать. И о вас он думает, что он главнее вас, старше вас, умнее. То есть он вот я вот на первом месте, его эго, оно не дает ему покоя. По отношению к вам он считает, что вы не правы. Что не может вам простить и что не может забыть, что не может отпустить. Ну, крест и вот эти все карты, это ж невозможность отпускания. Может вас ревновать, и если не он
изменил вам, а вы ему, то не может простить измену, не может простить дистанцию и не может простить общение какое-то. Может быть, последнее общение между вами. Это связь, общение, переговоры, встречи, свидания. Вот все в таком ключе, особенно в любовном. И особенно, если он вас подозревает в каких-то тайных связях, вот в таком стиле. Дальше. Он испытывает к вам чувства, смотрите, туз кубков. И любовь внутри по отношению к вам в его сердце все еще живет. Вы для него в этом раскладе на данный момент являетесь главной женщиной, с которой он до сих пор хочет встретиться. Смотрите, мужчина смотрит на женщину, и здесь встреча между вами. Поэтому любит ли он вас, туз кубков? Да. Хорошо, тройка кубков. Давайте посмотрим, если вдруг есть соперница, вот кто смотрит с точки зрения соперницы сегодня, у кого больше шансов? Ни у кого. Здесь, если есть соперница, здесь вы столкнетесь с серьезными проблемами, и эти проблемы нужно будет решать. Если вы их не решите, вы перенесете эти проблемы в будущее. И если даже у вас будут другие отношения, они все равно повторятся. Поэтому вот этот крест, он является частью вот этого надгробия или гроба, который нужно развязывать. А это и есть кармический узел, где оно может быть связано как с темной магией, так и с прошлыми отношениями. И одновременно. Какую цель он преследует в этих отношениях, ваш партнер? К чему он стремится, чего он от вас хочет? К чему стремится, что хочет? Доминировать, показывать свою силу и не отвечать за нее. То есть просто быть самим собой, управляя своей дикой энергией и не управлять ей одновременно. Такой парадокс, но медведь — это ж такая карта. Но с другой стороны, это очень ленивая карта, и он, может быть, не хочет сейчас, вот к чему он стремится, сэкономить энергию, чтобы потом ее как-то проявить. Но, опять-таки, он стремится реализовывать свое право проявлять свою дикую, необузданную энергию. Вот так. Будете ли вы вместе, несмотря ни на что, несмотря на пятерку пентаклей? Что сегодня скажут карты Таро? Да, такая возможность есть, и вам нужно решить вопрос семейного гнезда, вопрос недвижимости и вопросы с семьей, семейные вопросы. То есть, недвижимость, понятно, да, то есть это может быть купля-продажа недвижимости. Семейное гнездо – это где жить. И семейные вопросы – это как ваши кресты, родовые программы, кармические узлы, так и то, что связывает вас и связывает вас с прошлыми отношениями, если они были. Побачимось, почуємось, і все буде добре. Не вішайте носом. Па-па.